Неожиданное заявление поджигателя войны. Путин заговорил о готовности прекратить боевые действия. Воинственные европейцы в одной стране ЕС запускают производство боеприпасов, а в другой обещают стереть Москву с лица земли. Тормоза окончательно отказали. В России разрешат водить автобусы ветеранам без ног. Золото, золото и еще раз золото. Блестящий визит Дональда Трампа. В Беларуси предъявили обвинение киллеру. Его искали почти 20 лет и нашли в Казахстане. Эксклюзивные подробности. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. У Владимира Путина случился приступ миролюбия. Инициатор войны вдруг заявил, что Россия готова временно остановить боевые действия, но только в районах, где, по его версии, якобы окружены украинские войска. В двух местах, в городе Купянске и в городе Красноармейске, противник оказался блокированным в окружении. Эти слова прозвучали во время визита Путина в военный госпиталь. Таким образом, хозяин Кремля повторил недавнее заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова, который даже российские военкоры уже назвали лживыми и несоответствующими реальности. Путин предложил допустить в зону окружения украинских и иностранных журналистов, чтобы они якобы сами все увидели. При этом он обратился к Киеву с призывом принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов. Интересно, Путин вместе с Герасимовым пытается выдать желаемое за действительное или на самом деле не знает о реальной ситуации на фронте? Пишите ваши версии, а пока вот комментарий группировки Объединенных сил ВСУ. Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты. В заявлении также говорится, в районе Купянска продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, однако ни о каком окружении украинских войск речи не идет. В зоне боев хватает затейников подстать своему вождю. Российские солдаты установили свой триколор на въезде в Покровск. Правда, этот успех длился всего час. Ровно через 60 минут флаг был уничтожен. ВСУ опубликовали предполагаемый план окружения Покровской агломерации, который, по их данным, реализует российская армия. Для этого враг собрал около 11 тысяч бойцов. Несмотря на усиление давления, украинская оборона продолжает держать линию, а попытки России превратить символические жесты в победы сгорают так же быстро, как и их флаги. Что у Путина получилось, так это разбудить европейских политиков. Их риторика становится более воинственной. В интервью Де Морген глава Минобороны Бельгии Тео Франкен предупредил Москву: удар по городам Европы будет иметь жесткие последствия. Если президент Владимир Путин запустит ракету по Брюсселю, это будет ударом в самое сердце НАТО, и тогда мы сравняем Москву с землей. При этом министр потребовал серьезно относиться к возможностям Москвы. Франкен напомнил, что российская военная экономика производит в 4 раза больше боеприпасов, чем весь Североатлантический блок вместе взятый. Он также отметил слабость Европы, у которой, в отличие от кремлевского режима, нет централизованного командования. Но в ЕС берутся за укрепление обороноспособности не только на словах. В польском Краснике, в 100 километрах от границы с Украиной, заложили первый камень нового завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Это стандарт НАТО для крупнокалиберной артиллерии. Эти снаряды используют и польские самоходные гаубицы «Краб», и южнокорейские К-9, стоящие на вооружении армии. Запуск собственного производства позволит стране сократить зависимость от импорта и нарастить поставки боеприпасов как для себя, так и для союзников. Правительство Литвы официально утвердило закрытие 2 крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью – Медининкай, Каменный Лог и Шальчининкай, Беникони. Теперь названы и сроки. Решение будет действовать до 30 ноября.
При этом следует учитывать, что это решение может быть продлено на любой срок, если это необходимо. Переход Медининкай будет работать частично, лишь для отдельных категорий лиц. Я полностью понимаю, что это создаст значительные препятствия и неудобства, как для наших граждан, так и для нашего бизнеса. Но сегодня мы не можем не отреагировать на гибридную атаку, направленную против Литвы. Решение назревало давно. На прошлой неделе аэропорт Вильнюса 4-жды приостанавливал работу из-за метеозондов, запущенных с территории Беларуси. После очередного инцидента в воскресенье вечером граница была закрыта на неопределенный срок. Лукашенко причастность своего режима к провокациям отрицает. И повод придумали абсурдные воздушные шары, даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко. Общероссийское объединение пассажиров предложило Минздраву разрешить инвалидам агрессии против Украины работать водителями пассажирских автобусов и электробусов с автоматической коробкой передач, сообщает парламентская газета. Инициатива касается ветеранов СВО, у которых отсутствует или деформирована левая нога. По мнению авторов, она не нужна при управлении автоматикой, а также тех, кто потерял фаланги пальцев руки. Глава ООП Илья Зотов заявил, что таким образом можно сократить острую нехватку у водителей. Он уверяет, что это не повлияет на безопасность. Сейчас в России не хватает до 500 тысяч водителей, особенно в регионах. Причем нехватка эта порождена именно войной. Кто-то подписал контракт, а в прифронтовых областях водители увольняются из-за обстрелов. Но только такими полумерами решить проблему нехватки ног, а главное рабочих рук, власти России не надеются. Пока сотни тысяч жителей страны умирают за русский мир в Украине, работать вместо них будут гости из-за границы. В 2026 году правительство России планирует завести на 20% больше трудовых мигрантов, прежде всего из Индии, Китая, Бангладеш, Малайзии и стран Африки, сообщает «Коммерсант». Минтруд предлагает установить квоту в 279 тысяч человек. Рост миграционных квот – вынужденная мера. Из-за войны в Украине страна потеряла сотни тысяч рабочих, 300 тысяч мобилизованы, еще 500 000 пошли на фронт по контракту, до 1 миллиона уехали за границу. К тому же была развернута целая кампания против мигрантов из бывших советских республик в Центральной Азии. Одна из причин – плохо знают русский язык. У индийцев и китайцев с этим проблем вообще не будет. Что такое русский мир? Об этом на пальцах рассказали в Центре национального сопротивления. Тут назвали шокирующую статистику. На оккупированной территории Донбасса остановились 3000 предприятий. Работу имеют не более 30% местных жителей, и даже они в основном временно и за мизерную плату. Часть людей принуждают рыть окопы и возводить другие оборонные сооружения. Вместо зарплаты нередко выдают продуктовые наборы. Шахты и заводы, некогда кормившие Донбасс, массово закрываются. Оборудование вывозят в Россию или передают российским компаниям, а работников формально сокращают, чтобы скрыть реальную безработицу. По оценкам ЦНС, уровень безработицы в регионе втрое выше, чем в начале 90-х. В Сеуле устроили настоящий парад лести для Дональда Трампа. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён встретил американского лидера с военным оркестром. Гостю вручили огромную золотую корону. Похоже, подарок должен символизировать золотую эру отношений между Вашингтоном и Сеулом. Трамп, широко улыбаясь, назвал корону очень особенной. Хозяин встречи и галстук надел соответствующий. На обеде тоже подавали позолоченные брауни и мандарины на тарелках с надписью «Пис». Кульминацией стало вручение Трампу высшей государственной награды Южной Кореи – Большого ордена Мугунхва, который обычно получают лишь главы государств за выдающийся вклад в развитие и процветание народов. Я бы хотел надеть это прямо сейчас. Следственный комитет Беларуси завершил расследование против участника самой жестокой ОПГ в истории страны – банды Морозова. Виктор Рецкий скрывался от следствия 19 лет. Его задержали в Казахстане в августе прошлого года и экстрадировали в Беларусь весной этого. По данным Следственного комитета, Рецкий с 1994 года входил в состав преступной организации и выполнял роль штатного киллера. Следствие установило, что он причастен как минимум к 2 резонансным убийствам времен криминальных войн 90-х.
90-х. В том числе его обвиняют в расстреле смотрящего по Гомельской области Виктора Осипенко, более известного под кличкой Кабан. Тогда, в октябре 97-го, был убит не только сам авторитет и его охранник, но и его годовалый ребенок. Официально группировке вменялось около 35 убийств, хотя, как автор многочисленных публикаций о гомельских ОПГ, могу заявить, речь может идти о сотнях трупов. В конце 90-х криминальные авторитеты в Беларуси стали попадать в тюрьму по надуманным поводам, погибать при странных обстоятельствах или просто пропадать без следа. Таким исчезновением смотрящего по стране Щавлика откровенно хвалился в свое время Александр Лукашенко. Но банду Морозова силовики-диктатора не замечали до 2005 года. Об этой странной слепоте режима многое мог бы, наверное, рассказать лидер группировки, но он давно расстрелян. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там, с рыбой. Не только Александр Лукашенко заботится о правильной диете подданных. Теперь слово взял и Владимир Путин. Во время совещания с правительством хозяин Кремля заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание, в тех странах, где он достаточно высоким является, этот уровень, и продолжительность жизни увеличивается. У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше. Вопрос даже не в том, что рыба за последний год в стране подорожала на 20-30%. Вопрос в том, что есть другой, более доступный и быстрый способ по увеличению продолжительности жизни россиян. Может, их просто перестать посылать на войну? Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.